Мы живем в самое невероятное время сравнения себя с другими. Миллионы людей из Instagram и YouTube показывают, насколько они счастливы и успешны здесь и сейчас. Сравнение – это естественный процесс, некий обязательный атрибут нашего социального взаимодействия в конкурентной среде, который формировался в нас еще с самых дальних времен. В наше время мы постоянно сравниваем объекты с объектами, процессы с другими процессами и, разумеется, одних людей с другими людьми, в том числе и себя. Да, я знаю, вы, конечно же, не такой и никогда ни с кем себя не сравниваете. Обязательно напомните об этом в комментарии под видео. Сравнение может дать нам полезную информацию или энергию для развития, или же ввести в нас в заблуждение, или даже заковать в рамки неуверенности, зависти и злости. В сравнении нет ничего плохого, если мы владеем всей информацией о предметах сравнения. Но как часто мы владеем всей информацией? Как часто мы можем заблуждаться в наших желаниях, думая, что когда получим то, с чем сравниваем, то вот тогда-то точно будем счастливыми? Разве такого никогда не было? За все то время, которое я смотрю YouTube, изучаю YouTube или что-то делаю, я часто наблюдаю ситуации, когда люди, начинающие здесь свой путь, смотрят на количество просмотров и подписчиков как на эталон, как на образец, к которому нужно стремиться. Чем быстрее и больше просмотров и подписчиков, тем лучше. Тем больше признаний и денег я получу. Чего тут думать, все же логично. И этот на первый взгляд логичный мотив сподвигает автора начать делать либо контент интересный другим, но не ему самому, либо слишком сложный контент с точки зрения затрат энергии или ресурсов. Сюда же относится обещание авторов публиковать качественный контент 2-3 раза в неделю, не в зависимости от направления канала или отдельных видео. Многие YouTube-специалисты же поголовно до сих пор рекомендуют выкладывать контент с определенной частотностью или графиком. Но дело в том, что это уже давно так не работает. Некоторые форматы каналов просто невозможно уплотнить в жесткий график публикаций, и есть уже множество примеров, подтверждающих, что качество видео и интерес зрителя сейчас гораздо важнее, чем сама частота публикаций. Но тем не менее, многие сами заковывают себя в рамки слишком частых выпусков или мощного продакшена еще в самом начале. И самое интересное, что первое время это и правда может сработать. Но, как вы уже догадались, у этого есть и обратная сторона. Сам того не осознавая, начинающий автор закладывает в свой канал бомбу замедленного действия. Это как финансово неподготовленному человеку дать 10 миллионов долларов, или при первом походе в спортзал взять штангу весом 150 килограмм. С YouTube дела обстоят примерно так же. Если ты не дорос до чего-то естественным образом, то не сможешь поддерживать эту планку в долгосрочной перспективе. И впоследствии, даже если ты не прекратишь снимать видео, то в дальнейшем выжимать из себя такой контент и поддерживать высокий уровень качества будет все сложнее, и люди будут это чувствовать. И да, кстати, если вы долгое время не будете зарабатывать со своего канала напрямую или косвенно, то рано или поздно вам все равно это надоест, и вы неизбежно переключите свое внимание на какую-нибудь другую деятельность. Это неприятная, но неизбежная взрослая правда. Какими бы творческими или альтруистичными порывами вы бы не были движимы, попробуйте длительное время ходить на работу или подработку без оплаты вашего труда, даже на ту, которая вам очень сильно нравится. Насколько хватит вашего энтузиазма или любви к этой работе? Просто у каждого разный запас этого энтузиазма. С YouTube также. Чаще всего большинство бросает еще за 3 или 6 месяцев ввиду отсутствия обратной отдачи. И в редких случаях людей хватает на год или более. Но помните, что деньги это ни в коем случае не панацея. Ставить только лишь на денежные интересы изначально неверно. Иначе жизненный цикл канала также будет невелик. Все эти варианты в дальнейшем гарантируют эмоциональное или ресурсное выгорание, или падение интереса зрителя, а соответственно и просмотров. И не всегда понятно, что из этого будет первым. Если вы завысили планку качества или решили делать несоответствующий вам контент, то люди, подписавшиеся по таким видео, в дальнейшем теперь ожидают именно такой контент, и даже лучше. И дальше ты попадаешь в коробку ожиданий. Сначала ты сажаешь в нее себя сам, а потом привлеченные таким способом подписчики не позволят тебе из нее выбраться. Ожидания людей не имеют свойства понижаться, особенно тех, кто привык радовать себя очередной порцией дофамина. В итоге, постепенно, просмотры на канале начинают медленно падать, или в один прекрасный момент на канале просто перестают выходить новые видео, так как у автора подобного YouTube канала заканчивается мотивация или ресурсы. Это не единственные, но самые частые причины, по которым вы замечаете YouTube каналы с большим количеством подписчиков, но малым количеством просмотров, или вообще заброшенные каналы, то есть с коротким циклом высокой активности. Когда алгоритмы на какое-то время поднимают канал на вершину, но все попытки удержать такую аудиторию в дальнейшем будут обречены на провал. Также и в жизни. Когда вы начинаете осваивать новую профессию, новый навык, новую специализацию, не задирайте планку. Не берите на себя непосильный вес еще в самом начале. Нащупайте тот баланс, который не будет выжимать из вас всю энергию или ресурсы. Собственно, как и с YouTube. Здоровый и не ведущий к ресурсному выгоранию YouTube канал с адекватной и принимающей тебя и твой контент аудитории – это не про самую дорогую камеру и мега крутой монтаж, и не про миллион подписчиков за несколько месяцев. Это всегда долгосрочный проект.
И годы работы как над ним, так и над самим собой. Это часть вашего пути длиной в годы. И, по-моему, очень важно, кого вы решите взять с собой в эту дорогу.